Доброе времени суток. Ам, Я надеялся, что я написал такие вот сообщения зеленым текстом, и все их могут прочесть, а оказывается, я посмотрел статистику, и м, меня смотрят там более чем на 10 языках с субтитрами, и я так понимаю, что субтитры переводят то, что я говорю, а на русском языке эти люди не понимают, поэтому вот, извините, я чуть-чуть продублирую информацию. А первый QR-код, который вы видели в этом видео, это ссылка на плейлист, где можно посмотреть с самого начала мобильную разработку. А второй плейлист, ну, я думаю, будет... второй QR-код, я думаю, будет не актуален. Там больше русскоговорящее сообщество веб-кодеров. Но если с переводчиком вам интересно зайти и посмотреть, пообщаться, почитать, то тоже добро пожаловать. Мы продолжаем мобильную разработку. Я настроен завершить ее, несмотря на то, что просмотров по мобильной разработке меньше, чем какие-то там установка оборудования, настройка Paperclip, Minimax, ZAI, да, то есть я понимаю, что там больше аудитория, больше людей смотрит, но это будни веб-код блогера. У меня девиз такой на канале: веб-кодинг, финансовая независимость, а для того, чтобы это сделать, нужно, с одной стороны, создавать продукты, а с другой стороны, выкатывать их для публики, для людей, чтобы они могли купить этот товар и чтобы они могли пользоваться им. Вот, поэтому мы полностью весь цикл завершаем от идеи, регистрация аккаунтов. Вот для меня это была сложная штука и момент. Вот, и создание продукта и публикация его в Apple Store, Google Play Market. Вот, так что этим мы занимаемся. Мы ушли от виртуализации мобилки на реальное устройство, которое зеркалится к нам на компьютер. Вот такая вот у нас интеграция. На чем мы закончили? Мы пин-код делали. Так, да, разрешимому действию. И мы пин-код делали, и давайте глянем, что у нас получилось. То есть он уже коммитит и пушит. Заходим в наше XPGO на нашем тестовом телефоне. Так, смещу его чуть-чуть левее, чтобы не было нахлёст на мое плечо. И вот тут вот у нас сразу возникает установить пин-код. От 4 до 6 цифр. Это не так, я хочу просто 2 цифры, чтобы было что-то от 2 до 6 цифр, наверное. Давайте мы сделаем от 2 до 6 цифр. Пусть пин-коды будут от 2 до 6 цифр. Да. Наверное, вот так вот. Так, а что, он не смог закоммитить? Или в чем дело?
Запушено, окей. Да, теперь, ну вот видите, как простенько поменял там 4 на 2 и все. Отлично. И у нас уже тут подтянулось от 2 до... допустим, обычный пин-код. Пусть будет 1.1. А здесь мы попробуем ввести буквы, и они не вводятся. Это хорошо. 1.1. А паник пин пусть у нас будет 2.2. 2. О, как хорошо, да? То есть у нас еще идет некая визуализация. Мне нравится, хорошо. Сохранить пин-коды. Так, паник пин. Отлично, это обычно. Введите его, если вас заставили войти, контакты получат тревогу с файлами. А внешне это будет выглядеть как обычный вход. Ну да, хорошее описание подходит. Сохранить пин-коды. Да, сохранить пин-коды. Так, тестировать все. Готово. 4 файла для отправки. Экстренные контакты 1. Обычный пин-код установлен. Паник пин-код установлен. И давайте мы включим тогда GPS при использовании приложения. Готово. Подтвержденных контактов 0. Давайте зайдем сюда. Ну, это уже к серверному я обращаюсь, что здесь не подходит, в активном режиме не обновляется. Ну или давайте попробуем оттестировать. Может быть, проверь, все ли нормально у нас ты настраивал возможность, что как только доверенный контакт отвечает «да, хочу быть» или «нет, не хочу быть», то автоматически юзеру прилетает статус в его мобильный телефон. Но мне кажется, сейчас это не происходит. Проверь логику, правильно ли там все происходит. И если ты можешь, то прогони какие-то тесты. Если таких тестов нету, то напиши такие тесты, чтобы сервер мог прогнать такой тест, и чтобы ты поймал, прилетает уведомление или нет. Я думаю, мы просто тестами это не покрыли, поэтому это вот так вот и болтается у нас ни туда, ни сюда. Так, и пока там все выполняется на серверной части, то мы пробуем отправить еще раз. Обновляем. Если... Да, вот, получилось обновить. 22:43, и мы нажимаем «Отказаться». Принято. Автозакрытие. Ну, давайте посмотрим, что автозакрытие случится. Автозакрытие случилось. Письмо отправлено. Когда... Ну, окей, да. Но здесь все еще ждем ответа, и не прилетел отказ. Да? Серверный у нас пишет серверные тесты. Ну да, что не покрыто тестами, то и падает. Это нормальная вполне ситуация, так что важно прописывать
тесты. Давайте попробуем отправить еще раз. И на этот раз мы нажмем «Я согласен». А может быть, не работает просто отказ. А согласие, ну вот мы зашли в новый. «Я согласен, спасибо». Ну, тут уже ждать не будем, оно качественно закрывается. Хотя вот, да, будем вот так вот видеть. И даже при смене экрана, ну, то есть серверный думал, что при входе в контакты этот статус должен обновляться. Он тоже не обновляется, то есть это не работает. И та логика, которую написал серверный, она, ну, неправильная, просто не работает. Так, наш серверный говорит о том, что что-то не сделал фронтендер, то есть он что-то здесь недопрописал. Дай техническое задание фронтендеру, что он должен прописать, чтобы это все отрабатывало. Ну, наверное, когда освободишься, ну, чтобы он не прервал написание тестов, а то да, чтобы он закончил до конца все эти действия. Это будет правильно. А потом уже начинал что-то другое делать. Так, здесь что мы делаем? Здесь мы пока скажем ему добавить иконки. А я хочу, чтобы ты добавил иконки в наше приложение. А сейчас главное, файлы и контакты, они у нас без иконок, и тебе нужно еще придумать, куда мы расположим, я не знаю, какие-то базовые данные о том, кто контакт, то есть чтобы он мог зайти и посмотреть, к какому имейлу у него привязан его аккаунт, то есть какая-то шестеренка, наверное. Ну, начни с иконок. А мы специально даем сейчас какую-то такую задачу. Которая простая, и ждем серверного, чтобы он написал правильное ТЗ, но он еще там работает, выписывает задачи, коммитит, деплоит. Поэтому тут пока такая задача легенькая и независимая. Что еще у нас получается? Главное уже прикольненькое. В разработке аудиозапись, фото с камеры. Ну ладно. А мы сейчас решаем вот это вот подтверждение контактов. А фактически этот дэшборд, который мы построили, он... А что он сделал? Он, получается,
настроил, что контакты уже подтвержденные? Нет. Получается, он выдал ложноположительный нам. Ложноположительный выдал. Главное. Почему главное? Файлы, контакты, главное. Иконка главной мне не нравится. То есть... Давай иконкой главное будет что-нибудь привычное, типа домой или что-нибудь такое. Ну, то есть там домик, а не щит. Да, давай что-нибудь стандартное попробуем там использовать. Ну и используй какую-то иконку тоже в стиле, чтобы они все были в одном стиле. Так, что он делает? Иконки готовы, что добавлено, цвет. Теперь по шестеренке. Да, до шестеренки мы еще не дошли. Ага, два варианта архитектуры, нужно твое решение. Вариант А. Четвертая вкладка, настройки с... плюсы стандартно, все в одном месте расширяется. Минус 4 таба, чуть теснее иконки уменьшаются. Давайте глянем. 4 вполне поместятся. В правом верхнем углу Home Screen. Ну тут уже лупа. Да, настройки в футере. Между домой и файлы. Я хочу здесь их. Так вот уже, да, он и файлы иконку переделал. Это более, да, такая наглядная. Контакты хорошие, да, то есть несколько человечков. Файлы. Главное, мне все нравится. Выглядит симпатично, даже еще респонсивно. Так, но здесь вот система готова к работе. Получается, у нас вызван ложноположительный. Давайте ему надиктуем. А сейчас почему-то ложноположительный результат, что система готова к работе. В контактах написано, что контакт не подтвержден, то есть ждем ответа. На главное написано, что система готова к работе. Как так получается? Может быть, он считал напрямую из базы данных? Как освободишься? Чтобы он доделал все вот эти вот итерации. Так, у нас пин-код 1.1 Enter для обычного входа. Идут проверки всех разрешений.
на телефоне. Система готова к работе. Ну, мне нравится, да. То есть при входе проходит проверка, и она занимает какое-то время. То, что строим, мне нравится. Так, перенесу сюда. Как я там не сильно заслоняю его. Ну, вроде бы нормально. Так, что у нас... серверный говорит о том, что не доработан фронтенд. И он рассказывает о том, что должно быть. Все-таки попрошу именно конкретное техническое задание. Он написал так, но я не знаю. Для меня непонятно. Готово, что получили. Давайте глянем. Настройки. Email тут наш есть. Изменить обычный пин-код, изменить паник. Давай сделаем какой-то паник иконку, там, которая в настройках не восклицательный знак в кружочке, а восклицательный знак в треугольнике, чтобы это было как-то более знакомо. Так, что он тут пишет? Что готово, удалил. Реагирует на каждый фокус экрана, маунт первый раз, переключение между табами, возврат. Теперь сценарий добавил pending контакт и перешел на главную. Так, давайте глянем. Система готова к работе. Написано. Если нажать контакты, то здесь подтвержден. Именно потому, что он подтвержден, то он подтянулся сюда. То есть теперь он уже... Давайте проверим, что это он не вручную все поменял, а что это действительно все работает. Попросил его закоммитить, запушить. И мы попытаемся добавить новую почту. Мы берем Change Email, загружаем новую, копируем ее. Здесь удаляем контакт и возвращаемся на главную. Экстренных контактов 0. Отобразилось правильно, мы тыкаем и переходим автоматически сюда. Мне очень нравится. Так, а теперь мы добавляем новый email. Листалка тут есть сбоку, да, тут и так можно, и за листалку тянуть, по-моему, не получается, да? Ну, ничего. Это мобильный, туда, я думаю, в эту листалку никто не будет
запросить подтверждение. Как-то тут многовато всех. Ну ладно, давайте зайдем сюда. Ушло письмо. Отказаться и смотрим, что здесь происходит. Переключимся между вкладками. Подтвержденных контактов 0. Ждем ответа. То есть, ну да, то есть тут не работает, поэтому мы сейчас над этим поработаем. Так, что... Сгружаем фронтендеру нашему. Мы ему сгружаем, что необходимо сделать для того, чтобы оживить вот это вот контакт. Давайте почитаем, что здесь. Что готово на сервере, что должен сделать клиент. Acceptance criteria. Troubleshooting. Файлы. И готово когда. Ключевой код сниппет из технического задания. Так, фронтенд у нас просит доступ к гиту, почитать, что там было, как я понимаю. Все принимаю, все разрешаю, все делай. Так, он что-то поменял. Подтвержденных контактов нет. И здесь появилось, что он отказался. Ждем подтверждения. Обновляем. Заходим в это сообщение. (8:03:51). Почему там такое время? Может быть, это время сервера. Отказаться. Отказаться подтянулось. То есть было вот так вот, ожидаем. И сейчас мы обновим. И проверим сейчас. Нет подтвержденных, ждем ответа. И сейчас согласен.
Пока что желтая. А он еще кодит, да? Он еще кодит, а мы уже тестим. Ну, отрицательный уже отказаться сработало. Ну, давайте физически просто слеснем. Закроем приложение. И обновим его. И глянем уже тогда. Что там будет. Ну и еще раз оттестируем. Давайте ему покажем. Что есть тут какое-то странное уведомление про Expo Notification. А что за уведомление Expo Notification? Это что такое? И нужно ли оно нам? Это ошибка или все хорошо? Так, и здесь у нас наши пояснения по пин-коду. Допустим, закрыть получилось. А 2 единички мы входим внутрь. Система готова к работе, то есть email подтвержден. Давайте обновим вот эту страницу, чтобы улетели отсюда вот эти вот все штуки. И изменим email еще раз. Change email. О, со второго раза сработало. Мы копируем. Ну, такое явное уведомление. Мы видим, это разные имейлы. Этот стираем. Удалить. И добавить новый контакт. И войти. Запросить подтверждение. Окей. Давайте, как знаете, сделаем. Вот так вот сделаем и вот так вот сделаем. Чтобы у нас все тут было видно наглядно. Отправить еще раз, значит, уже было отправлено. Мы отправляем и отказываемся. И смотрим, что-то здесь изменится или нет. Я не вижу, чтобы что-то изменилось. Тут оно отреагировало, здесь я не вижу. А что у нас последнее фронтенд делал?
Ой, я не знаю, давайте мы это просто скормим все серверному. Что ответить? Тут какое-то такое полотно огромное. Там есть ограничение по количеству билдам. Нет, это что-то не то. Уж не работает в ExpoGo, это норма. Этот тоже написал такой. Это не ошибка, ожидаемое поведение ExpoGo. Что ответить? Окей, вариант А, оставь как есть, предупреждение игнорируем. Я сбилд, вернемся, когда дадим. Окей. Оставляем как есть. Предупреждение игнорируем. Но мне важно, что не подтягивается уведомление. По-прежнему не подтягивается уведомление из доверенного контакта, когда он нажимает «Отклонить» или «Принять», а этот ответ не подтягивается в контакты. По какой причине? Что там не так? Серверный что-то сделал не так, или ты что-то сделал не так? В чем проблема? Надо добить хотя бы вот этот вот пунктик сегодня у нас. Было бы неплохо. Объясняя причины, сразу чиню. Это не баг сервера и не баг пуша. Баг, отсутствующий авторефреш на контакт скрин. Что происходит? Сервер все делает правильно. Контакт нажал согласен. Статус BD меняется на accepted. Сервер шлет push. Push в ExpoGo не доставляется. Это то ограничение, которое мы обсуждали. Нужен я сбилд вариант B. С твоего согласия мы сейчас на варианте А. Push живет в коде, но физически не доходит. Без push клиент должен сам перезагружать данные, когда юзер заходит на экран. И вот тут мой косяк, контакт-скрин, грузит данные только при первом mount, а при переключении табов остается со старыми данными. То есть сейчас добавит при переключении. То есть на реальной мобилке они говорят, что будет подтягиваться в автомате, а здесь на ExpoGo есть ограничение с push notifications. Хотя бы он пояснил то длинное полотно в 2 строчки, это уже не читать то полотно. Готово, TypeScript проверка прошла, что добавил сюда, при каждом заходе. Окей. Давайте глянем. То есть получается, при каждом переключении таба идет проверка. Давайте попробуем. Нам пришло еще одно сообщение. Сейчас после твоих правок последних я нажал «Отправить еще раз» сообщение.
но на email сообщение не доставилось. Ну, то есть говорит, что при переходе на контакты он... Так, наш футер надо чуть-чуть поднять выше, потому что он налазит на футер андроида. Нужно поднять футер и управляющие кнопки меню где-то на 5 пикселей вверх, потому что сейчас я вижу, что надписи буквально лежат на футере андроида. Нужно, чтобы был какой-то зазор. Пусть даже не такой же, как сверху, но хотя бы какой-то. Так, хорошо. Мы вначале запустили ему другую задачу и читаем, что он написал. Мои последние правки трогают только рефреш. Списка контактов на отправку verify письма не влияет. Это просто чтение, никакой логики отправки. Ну... А ведь перестало работать. На этот email было доставлено... А что нам как бы в прошлом копаться, да? Давайте просто удалим этот email. Обновим просто здесь все удаляется из истории. А что, не удаляется из истории, да? Change email. Change email. Вот, теперь мы обновили, и здесь обновилось. Change email. Тут как-то перестало работать. Давайте мы зайдем на другой сервис. И глянем здесь. Добавим контакт. Отправим. Запросить подтверждение. И глянем здесь, есть ли... обновить вот тут вот надо было, да? Ну, все равно нам прислалось. Алерт. Отказаться. По логике он говорит, что если я переключусь на файлы и вернусь в контакты, то подтянется этот статус. Да, подтянулся. Хорошо. И здесь отказ. И повторно мы сюда заходим. Наверное, серверному скажем, что это ссылки должны быть target blank. Давай валидацию имейла мы сделаем target blank, чтобы и кнопка открывала в новом экране, и ссылка, потому что в временном имейле меня просто выбросило из имейла в ссылку, которая фактически, во вкладку, которая фактически должна закрыться после 10 секунд. Так что давай, чтобы это был у нас target blank.
Да, реализуй, пожалуйста. И на кнопках, и на ссылках. Так, хорошо. А здесь мы вернуться к списку. У нас уже 2 тут имейла, да, должно быть? Check your app, download, temp mail. Так, это реклама, наверное, какая-то. А здесь это более новое сообщение 8.19. Наверное, серверное время. И здесь мы нажмем «Согласен». Переключимся сюда и обратно. И у нас действительно подтвержден. Это втянулось сразу в главную. Ну, да, в принципе, работает. Это мне нравится. А наши сообщения, они уже... Наши сообщения, они уже переписаны на серверной части. Давайте проверим, что там происходит. Обновить. Я не вижу нового сообщения. Я думаю, мы поймали какой-то баг. Последовательность, которую я выполнял. Вначале я добавил email, а потом я его отправил, чтобы он был верифицированным. Email отказался быть верифицированным. Я отправил ему еще раз. Он подтвердил, что он верифицированный. Потом я... нет. Это здесь единичка закралась. Единичка там была. Здесь применяется это правило. Просто email другой был. Это не ошибка, не какой-то баг, что там... Ну, я надеюсь, что нет. Вот пришло 3-е письмо. Какое из них самое новое? 8.23, вот это. И давайте попробуем кликнуть теперь в «Отказаться». И это открывается в новой вкладке. Отлично. Мы переключаем назад и вперед. «Отказаться», запросить еще подтверждение. Да. Вернуться к списку. Так, запись идет. Да, звук фиксируется. Хорошо. Смотрим имейлы. Какой сейчас прислался. 23.43. Да. Входим и давайте попробуем по ссылке «Согласен» тыкнем. Ссылка тоже открылась, Target Blank. Отлично. В новой вкладке. Назад. Вперед. Подтвержден. И футер уже чуть-чуть отъехал от футера андроида. Это мне нравится. Так, хорошо. Я думаю, на сегодня достаточно. Что мы сегодня сделали? Мы продвинулись на еще один шажочек. Мы добавили настройки в футере, чуть-чуть отодвинули футер, чтобы он не сливался. Мы настроили все-таки уже
динамическую проверку и отображение на стороне клиента, подтвержден контакт, отклонен. Сейчас это принудительно реализовано, когда вкладки меняются. То есть достаточно кликнуть на главную или на контакты, и из сервера подтягиваются это данные, но это только из-за нашей виртуализации и тестирования. То есть, когда это уже будет установленное приложение, все будет подтягиваться автоматически. Ну что, поздравляю вас, вы досмотрели это до конца. Спасибо, что лайкаете, спасибо, что подписываетесь. Рад, что добавляетесь в телеграм-группу для общения, для задачи вопросов и для помощи другим в ответе на вопросы. Желаю вам продолжать смотреть развивающие видео и повышать вашу IT-насмотренность. Создавайте IT-проекты, миллиардники в долларах, и финансового вам благополучия.